Ну чё, братва, всем здраська, у микрофона, как всегда, я Дестер, и в этом видео я бы хотел поговорить про глобальный слив второго сезона Отеля Хазбин. Какие могут возникнуть последствия и... что же будет после этого? Приятного всем просмотра. Вы меня, наверное, спросите, с чего же начался этот полномасштабный слив второго сезона? А я так скажу, началось все это буквально вчера. В зависимости от того, какое время вы смотрите видос, так как я записываю весь этот видос 5 ноября, а выйдет он только 6 ноября. Значит, телеграм-канал НТСГ в 12:25 4 ноября выложил пост со словами, цитирую: «Я только что посмотрел весь второй сезон Отеля Хазбин. Как там Вивьен защита данных? Нормально все?» И тут же он приложил картинку, где главный герой красуется у зеркала, готовится к чему-то. Я сразу понял, что это, возможно, связано с первой серией. И тут у меня возникла такая мысль. Может, это был только один слив? Ну, как в мероприятии, когда слили первую серию второго сезона Аниматик, где Чарли знакомилась с коротышкой. Ну, может быть, это был только один слив. Ну ладно, я потом высказался утром в кружочке телеграм-канала. Я сказал, что я не очень доволен тем, что начали, так скажем, сливать. Но спустя час где-то от телеграм-канала KillFuG новости вышел такой пост, что он в курсе по поводу данного слива. Я посмотрел его пост, и я, так скажем, мягко говоря, в шоке. Сказать, что я знатно так охренел от происходящего, это буквально ничего не сказать. Это был не только один слив, их было гораздо больше. А что же там было, спросите вы? Оказывается, слили не только одну картинку и 2 песни. Там слили песни минимум 4 штуки, а это уже половина мюзикла. Кадры точно больше 50 штук. Референс-листы минимум 4 штуки. И куски анимации минимум 3. Тут же он начал призывать не смотреть эти материалы и аниматик, и не распространять их. К сожалению, я посмотрел их, и я, так скажем, в шоке. Это, считай, проспойлерили половину сюжета Отеля Хазбин. И тут же он высказал предположение по поводу того, что же будет после всех этих сливов. А именно, там все удручает. Если не вдаваться в подробности, то из-за данной ситуации Вивьепоп, скорее всего, грозит огромный штраф. Это во-первых. Бюджет ограничен, вне зависимости от огромной популярности. Все эти сцены, все эти сливы либо будут переделывать под ноль, да в целом весь сезон и весь сценарий, как это было с Half-Life 2. В соответствии уйдет куча времени, либо, что более вероятно, сериал не выйдет вообще. Переделывать его просто не потянут плечи Вивьен Медрана и Prime. Думаю, никто не хочет последнего исхода. Я и свой новостной канал расфорсил, и веб-студия Voicer Steam, и даже Содерлинг были в курсе касаемо крупного слива раскадровки второго сезона Отеля Хазбин. Также был в курсе ситуации IG Project. Он также высказал свое мнение, и мнение, как и у меня, как и у всех, неоднозначное. И все, мягко говоря, были, так скажем, во-первых, расстроены, во-вторых, я зол, и некоторые вообще уже думали, все, закрываем Отель Хазбин. И мне уже неинтересно стало его смотреть. И что же я хочу высказать по поводу этой всей ситуации со сливами? Я как относился к этим сливам плохо, так и буду относиться к ним. Вы вспомните ту ситуацию, когда сливали веб-анимации российские Metal Family одну серию и первые серии 13 карт от студии Phoenix. Вы хоть понимаете, какие могут возникнуть последствия от этих сливов? Вспомните ситуацию 13 карт, их чуть ли проект не вышвырнули из ОККО. И тут же с проектом Вивьен Медрана может возникнуть что угодно, хоть даже до закрытия. Возможно, его и не закроют. Скорее всего, всех сотрудников, отвечавших за слив, ждет огромный штраф, а ключевые сцены все равно оставят. Не класть же теперь все работы под топор. Возможно и так, но все равно за проект страшно. И вы меня наверняка спросите, а что я думаю по поводу тех людей, которые слили все эти аниматики, песни и раскадровки? Я так скажу, они нарушили, в том числе НТСГ, закон о праве интеллектуальной собственности и защите авторских прав. Да и по сравнению с первым сезоном это, кажется, тотальный масштабный пиздец. Серьезный конкретно. Максимальный слив.
И если верить информации от Дервиса, Amazon и Spindle Horse наняли белых хакеров, чтобы они могли отследить источники утечки и потихоньку сейчас отрезают этих самых людей от проекта. Но я сразу повторюсь, я против любого слива контента. Это, считай, неуважение к авторам и неуважение к основателю этого проекта, Вивьен Медрана. И как бы я ни относился к проекту отеля Хазбин и к его проекту Адский босс, я не поддерживаю сливы. Я все сказал. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Всем спасибо, всем удачи и всем пока. В студии стоит, он как реплику решает. Голос его, анимация оживает. В глазах пламя пылает, страстью к мультсериалу, как будто F-Sword в реальность превращаем.